Отличного настроения. Сегодня не удивляйтесь, что я вышла лицом. Надеюсь, меня так слышно будет, потому что у меня нету микрофона. Вот, но я сделала все настройки голоса прямо на максимум. Надеюсь, что меня будет слышно достаточно хорошо, и я попробую, постараюсь говорить погромче. Сегодня, почему я сделала такой расклад, решила, потому что я записывала до этого ролик на YouTube. Вот, кто не смотрел связь аркана влюбленных и мифа о Персее и Андромеда, вот, посмотрите, очень рекомендую. Вот, и, пользуясь случаем, решила, думаю, ну, давай так запишу, тем более, что сегодня расклад будет на одну позицию. Я так близко камеру поставила, и мне кажется, ну, то есть я поставила с целью, чтобы слышно было, но не знаю, насколько общая картинка будет хорошая. Ладно, не принципиально. Что мы с вами будем смотреть? Во-первых, расклад, который будем смотреть, он есть некий расклад, да, чтобы вы имели в виду. Тема называется «Почему я всю жизнь одна, что не так?». Тема взята из комментария, не помню, кто написал, да, «Почему я всю жизнь одна, что не так?». Вот. Не знаю, почему я не сохраняю имена, вот тоже такой момент, то есть если беру тематику, надо сохранять. Мы с вами будем смотреть 6 вопросов. Вопросы мне помогали девочки в телеграм-канале, в чатике, за что я им благодарна, и, конечно же, Оле за идеи к вопросам. И мы с вами будем сегодня разбираться, почему я всю жизнь одна. В данном случае здесь не только имеется в виду в контексте партнеров, а вообще ну, в общем таком понимании. Итак, когда в меню не записывала расклады, да, с лицом. Смотрим, первый вопрос. В чем выражается ваше одиночество? Вот как вы, допустим, да, понимаете, что вы одиноки? Почему? Потому что вы можете быть с партнером, но вот внутри, знаете, это чувство одиночества вдвоем, да, либо я вообще ощущаю, что я одна. Вот в чем выражается ваше одиночество? Колесо фортуны. Вообще, на самом деле, здесь ощущение некой такой цикличности. Я могу сказать, что это связано как-то с эмоциями, переживаниями, да, то есть в чем это выражается? В эмоциональном плане, когда есть некий такой упадок настроения, да, либо когда судьба закручивает вас в какие-то такие, ну, негативные моменты, да, когда колесо уже идет на спад, не наверх, когда что-то ну, не ладится, когда не складывается. Вот такие моменты вы ощущаете одиночество. Ну, либо есть еще вот какое-то чувство цикличности, да, повторности, все одно и то же, и вот как будто бы я не могу выйти из этого. Еще в чем выражается ваше одиночество? Ну, здесь по Жуков идет вот эта вот энергия того, что как будто бы не хватает какой-то, не знаю, инициативы проявить, да, либо не хватает какого-то позитива, движения, жизни, каких-то позитивных мыслей, да, то есть вот все как-то однообразно, спокойно, какое-то постоянство, да, здесь присутствует. Не хватает огонька. То есть здесь, по сути, когда вы эмоционируете, да, вот в этом, в ваших каких-то эмоциях выражается одиночество. Ну, то есть тогда вы чувствуете. Еще в чем выражается ваше одиночество? Аркан Луны. А в принципе, вы там видите, да, я специально классику взяла, чтобы, ну, кто смотрит колоду, видит, понимает. Когда есть какое-то такое, знаете, туманное состояние, не знаю, когда вот всплывает что-то такое мутное, непонятное, когда есть сомнения, когда есть какие-то страхи, накручивания, когда человек чувствует себя запутанным. То есть, по сути, когда что-то негативное в эмоциональном плане происходит в вашей жизни, тогда вы очень ярко ощущаете свое одиночество. Я могу предположить, что это связано с тем, что
не знаю, то ли некому обратиться, не с кем поговорить, то ли не на кого опереться, то есть человек не чувствует поддержку, у человека нет опоры под ногами, да, и он вот как будто бы нуждается тогда в большей степени именно в партнере. То есть здесь даже не партнер в контексте личной жизни, а скорее всего человек, который смог бы поддержать, человек, который смог бы развеять вот эти вот не очень приятные эмоции, которые проживаешь, и состояние. Так, а в чем выражается? Нет, в чем вторичная выгода одиночества, да, то есть если человек одинок, у него на это всегда есть какая-то вторичная выгода. И порой эта вторичная выгода, да, она имеет больше веса и значимость, нежели само желание получить партнера. В чем вторичная выгода того, что вы одиноки? Рыцарь Пентаклей. Смотрите, с одной стороны, вторичная выгода заключена в том, что у человека есть свой какой-то распорядок дня, да? Есть какая-то стабильность, есть какая-то, как сказать, налаженная жизнь, да, которую он не готов менять. То есть, как правило, да, вот вы знаете, утром вы просыпаетесь в такое время, да, вам хорошо, вы никому не даете отчет, либо там по выходным ходите куда-то с друзьями гулять, либо еще что-то. То есть у вас есть какая-то налаженная, устаканившаяся жизнь, которую как-то менять ради другого человека вы не хотите. Почему? Потому что вы понимаете, что если бы, допустим, у меня был сейчас партнер, да, либо был муж, либо там, я не знаю, была семья, мне надо было вот, допустим, у меня плохое настроение, да, либо я чуть-чуть поболела. Вот я могу себе позволить лечь и не вставать, да, но в принципе я сама себе хозяйка, мне хорошо, а вот если есть какие-то другие люди, да, то надо считаться с их мнением, да, то есть хочешь, не хочешь, когда есть деньги, деньги, оговорка по Фрейду, когда есть дети, неважно, болен ты или нет, да, ты не можешь себе позволить полежать в кровати, потому что есть другие люди, за которых ты несешь ответственность, да, и ты встаешь и, то есть, как говорится, ставишь себя на второе место, и на первое место встают дети, да, там, надо приготовить, надо там в школу отправить, там, либо в детский сад, то есть, неважно, есть у тебя температура или нет. То есть, вот именно, с одной стороны, вторичная выгода заключается вот в этой стабильности, которую вы для себя создали, вот некая такая рутина, в которой вы живете, и она вам нравится. То есть вы ее не хотите менять. А с другой стороны, для кого-то вторичная выгода – это работа. То есть когда человек имеет здесь, ну, не только карьерист, а здесь человек, например, ну, вот как, допустим, моего ремесла, да, который для того, чтобы, как это сказать, иметь, у которого нету времени, да, на другого человека, потому что у него есть любимое дело, у него есть там хобби, ремесло, либо там карьеру, которую выстраивает человек, то есть работа, все, что связано с работой. И человек занимается этим, и у него нет времени на другого партнера. Что значит нету времени? Время всегда можно найти, но ценность того, чем вы занимаетесь, она намного больше, чем то, что вам может предложить другой человек, в данном случае партнер. Еще в чем вторичная выгода одиночества? Девятка кубков. Когда вы сами по себе, да, по девятке кубков, вы кайфуете, вы получаете удовольствие, вы получаете внимание, не знаю, возможно, вам нравится флиртовать, да, и, допустим, на вас обращают внимание, вы получаете все внимание на себя. А тут, ну, с одной стороны, так, в некоторой степени эгоистично, да, когда я только беру какое-то удовольствие от жизни, там, внимание, реализую свои желания исключительно, там, трачу деньги на себя, то есть все, что хочу сделать, получаю удовольствие от жизни, но при этом ничего не отдаю. А если я нахожусь, например, в партнерстве, я понимаю, да, что я не могу только получать. Достаточно эгоистичная такая позиция, она никуда не выводит, и тебе придется что-то отдавать. А здесь человек не готов отдавать, здесь человек не готов делиться, и в данном случае эмоции. То есть человеку, наоборот, необходимо получать для себя эти все эмоции. То есть ему нравится брать. Ему нравится брать. Еще в чем вторичная выгода здесь может быть? Шестерка мечей. В том, что, опять же, таки, да, человек двигается,
по своему пути, исходя из своих каких-то соображений, да, выстраивая свой какой-то план действий, все распланирует, да, все сделает так, как он хочет. Здесь, знаете, здесь складывается ощущение некой такой личности, которая любит и ценит свободу, да, то есть личность, которая в некоторой степени независима. То есть, если и есть потребность в партнере, да, то если, допустим, смотрит женщина, больше в моментах таких, знаете, я не знаю, ну, я бы сказала, в сексуальной какой-то такой наклонности, да, а во всем остальном, в принципе, эта женщина может сама себе все дать, да, и тем более, если здесь вопрос карьеры, если она карьеристка, да, если это человек, которому нравится жить согласно своему плану, то есть человек, который опирается исключительно на себя, это человек, который... Он даже, знаете, ощущение какого-то заядлого такого холостяка, человек, который не готов пускать в свое пространство, да, других людей. То есть вот ему настолько хорошо и комфортно самим собой, что это вторичная выгода, да, это вы можете не замечать. Что вот представляет только то, что вот каждый день ты будешь жить с одним и тем же человеком на протяжении многих лет, да, сразу как будто вот как-то, не знаю, настроение портится. Почему? Потому что, еще раз скажу, да, когда ты один, ты чувствуешь себя свободно. Когда с тобой рядом есть другой человек, все равно ты придерживаешься каких-то правил и норм. Вот. Ну, конечно же, со временем, да, когда пары живут уже много лет, там уже идет полная раскрепощенность, но там уже, допустим, теряется в некоторой степени уважение и так далее. Ну, сейчас мы в эту сторону не идем. Но шестерка мечей говорит о том, что человек привык жить по плану, да, вот так вот, как он себе запланировал. А когда есть другой партнер, то приходится с ним считаться, либо он может вносить какие-то свои коррективы. Здесь человек любит свое эмоциональное такое, знаете, спокойствие и расположение духа. То есть я хочу делать так, как я хочу. Вот здесь вот у меня проходят вот эти вот эгоистичные такие нотки, если так можно назвать, но это какой-то здоровый эгоизм, да. Я люблю себя, я уважаю себя, я хочу жить так, как я хочу. Это, знаете, из той категории людей, которые вот в наше время, например, говорят о том, что я не хочу иметь детей. Почему? Потому что я не готова нести ответственность за другого человека. Ну, то есть искренне признаются в том, что да, я не свободна. И, как правило, их все время говорят, да, вы инфантильны и все такое. Да нет, это не инфантильность. То есть, ну, не всем дано стать, например, матерью, да, но не в силу природы, а в силу своего характера, да, то есть нету готовности, я не хочу нести ответственность за другого человека, я хочу нести ответственность только за себя. То есть здесь человек такой, у меня энергия идет человека состоятельного, да, то есть человек, который может зарабатывать сам, любит свою работу, любит уделять время тому, чему он хочет, такие какие-то здесь изысканные манеры, да, может быть, человек любит, почему-то мне идет так, выпить бокал вина, такой, знаете, дорогой. То есть человек, который хочет позволять себе, возможно, что-то такое дорогое. А вот если будет другой человек, да, то приходится разделять свои, допустим, финансы, да, и я тогда уже не могу себе позволить то, что я хочу. Даже если это не только в ресурсах, а это вообще, например, там, посидеть в тишине, да, если есть семья, есть дети, ну, сами понимаете, тишину словить, либо побыть в состоянии такого спокойствия, да, не бывает. Все время, ну, несешь все равно ответственность за другого человека. Вот здесь вот личность, она такая какая-то вот у меня идет утонченная, умудренные, да, бывают моменты, опять же таки, когда Луна проявляется, колесо фортуны, Луна, когда вот, я не знаю, гормоны играют, тогда ты понимаешь, что вот что-то я чувствую, да, какое-то одиночество, хотелось бы иметь другого человека, но другого человека не для жизни, а скорее всего другого человека для совместного проживания, может быть, проживание не в одном доме, я имею в виду проживание каких-то ситуаций, то есть, я не знаю, куда-то сходить, там, я не знаю, вместе пообщаться, да, развиваться, куда-то съездить, то вот в таком контексте, без бытовой какой-то рутины. Почему? Потому что вот здесь вот как-то быт, да, гнетет человека. Ну, то есть, если это отношения такие,
не знаю, встретились, провели хорошо время, потом расстались, каждый к себе домой, вот это вот, мне кажется, вот для такого человека это будет самый такой идеальный формат взаимодействия. То есть это не говорит о том, что там каждый может на стороне гулять. Нет, здесь люди могут быть преданные, верные друг другу, да, но при этом, чтобы вот не было какого-то гнета. Вот здесь он ощущается, гнет в виде контроля другого человека над собой. А в чем, давайте теперь посмотрим, в чем истинная причина того, что вы без партнера. То есть мы посмотрели вторичную выгоду, а истинная причина в чем? В том, что вы без партнера. Десятка мечей. Ну, во-первых, вам не хватает ресурса на это. Девятка мечей указывает как раз-таки на страхи, да, то есть, скорее всего, вы боитесь рутины, совместной жизни, что, ну, не знаю, знаете как, когда ты находишься на этапе встречаний, да, и не проживаешь, ты все время вместе с другим партнером, да, ты все время создаешь какую-то такую идеальную картинку себя, да, то есть ты все время за собой следишь и все такое, а когда ты дома, да, ты более такой раскрепощенный, то, что я говорила, и быт иногда он угнетает. Здесь есть вот эти вот страхи, что, возможно, не сложится. То есть на первых порах все будет хорошо, а потом, когда романтика пройдет, да, то рутина и бытовая жизнь, она убивает вот, какие-то чувства, да, и отношения разрушаются. То есть здесь такой страх, ну, какие-то такие мысли могут быть, да. Аркан мира. С другой стороны, здесь могут быть страхи по поводу того, что я не уверена в том, что тот партнер, который будет, что он либо будет со мной навсегда, да, как будто бы я не могу найти партнера до конца своих дней, либо наоборот страх того, что я привяжусь к одному человеку, а вдруг потом появится кто-то другой, который будет мне ближе, и я тогда пожалею. Да, либо есть вот это вот ощущение, что вот где-то там, да, есть что-то лучше, да, либо вот не сейчас, а чуть позже, да, я обязательно найду этого партнера. То есть вот либо это где-то в другом месте этот партнер находится, и я его позже найду, либо вот это вот ощущение того, что здесь не хватает человеку опыта и понимания того, что отношения, они долгосрочные. Вот эта вот долгосрочность и рутина, она каким-то образом вас пугает. В разном контексте, может быть, у всех, но вот то ли, знаете, вот эти вот мысли иногда, неужели я с этим человеком буду на всю жизнь, да, то есть, причем такие мысли бывают тогда, когда, ну, что-то тебе не нравится, да, вот что-то сделал человек не так, и ты видишь его недостаток, и ты думаешь, боже, вот с этим недостатком мне жить всю жизнь, да зачем это мне нужно? Вот что-то тут такое проскальзывает. Либо страх, опять-таки, сомнение, что, а правильно ли я сделаю выбор, да, а вдруг действительно где-то там есть что-то лучше. Вот какие-то такие моменты. Либо страх того, что с появлением партнера я ограничиваю свои какие-то возможности, то есть не касательно, например, человека, а свои какие-то возможности по жизни. Не знаю, может быть, придется, например, выбирать между партнером и там, работой, либо партнером и там, друзьями, либо еще что-то. То есть как будто бы я себя в чем-то буду ограничивать. Так, следующий вопрос. Когда мне его предложили, мы разговаривали с Олей, которая предложила мне этот вопрос, я подумала, думаю, вот, блин, я задам сейчас этот вопрос, а потом меня помидорами закидают. Значит, вопрос звучит следующим образом. Насколько вы адекватно выбираете партнера? То есть, насколько действительно адекватно, реалистично. Я так понимаю, что смысл этого вопроса заключается в том, что не завышена ли у вас планка, то есть не придумываете ли вы что-то, чего сами не можете достичь. Знаете, вот иногда есть такой самообман, иллюзия, да, что вот я хочу вот этот идеал. Почему? Потому что где-то мы понимаем, что я до этого идеала не дотянусь, либо вообще нереально, что такой человек будет в моей жизни.
но при этом я обозначиваю, что я хочу такого партнера, знаете, как правило, бывает для других людей, да, то есть, когда, например, родственники тебя достают, когда ты уже выйдешь замуж, вот вы говорите, да, вот тогда, когда вот встречу вот такого, 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 да, только лишь бы вот отстали, потому что я понимаю, что это нереально, значит, я его не встречу никогда, значит, меня оставит в покое, то есть вот какой-то такой здесь смысл тоже проходит. Итак, смотрим, насколько вы адекватно, реалистично выбираете партнера. Туз жезлов и аркан влюбленных. Я не могу сказать, насколько адекватно, либо неадекватно. Да? Есть зерно адекватности по тузу жезлов, да? Есть некий такой потенциал. Но здесь, в принципе, желание, которое сталкивается с выбором. То есть проблема не в том, насколько вы выбираете или нет, а проблема в том, что вы не хотите выбирать. То есть здесь, понимаете, здесь не то, что вот я пошла на свидание с этим, потом с этим, потом с этим, нет. А здесь как будто бы, знаете, такое ощущение, дайте мне готово. Ну, чтобы я не выбирала, чтобы он был готовый прям под мои интересы. То есть я не хочу там со всеми общаться, я не хочу всех выбирать, я хочу сразу как будто бы получить готово. Потому что здесь по двойке мечей и аркану влюбленных вы как будто бы закрываетесь от выбора. А почему вы закрываетесь от выбора? Пятерка мечей. Это такое, знаете, ощущение, что изначально вы считаете, что любой выбор это вот какой-то провальный случай. Я могу предположить, что вы каким-то образом, знаете, опираетесь на судьбу, да, на некий такой фатум, да, когда говорите, что ну вот, если это мое, оно само придет, да, мне не надо будет выбирать, потому что пятерка мечей, она указывает на изначальное какое-то поражение, то есть я вообще не хочу это выбирать, я вообще не хочу как-то вот сражаться за... Ясное дело, у нас есть вторичная выгода, что мне и так хорошо, плюс ко всему есть страхи, эти страхи забирают, страхи, сомнения, неуверенность, они забирают энергию, и поэтому изначально у вас есть такой посыл, что да не сложится, да, то вот как будто бы не то, чтобы вы не верите, а, ну, можно сказать так, да, что вы не верите, во-первых, что вы найдете такого человека, а во-вторых, что вот он вам как будто бы подойдет. Вообще в сам выбор вы как будто бы не совсем верите, а почему? Аркан Шута. Да, потому что, знаете, вообще, на самом деле, вот я сказала, вы свободолюбивый, да, и непредсказуемый. Вот то, что говорила по колесу фортуны, вот эта вот эмоциональность, Шут в себе все это забрал, да, то есть, с одной стороны, непредсказуемые, свободолюбивые, легкие люди, да, которые не хотят привязываться ни к кому и ни к чему. Здесь вообще, знаете, и, кстати, отсутствие, да, ответственности. Я не хочу брать ответственность ни за кого. То есть, если будет человек, с которого так, вы знаете, легко и все само собой сложится, то окей, я буду не против. Но сказать, что вот я вот прям как-то целенаправленно что-то ищу и что-то делаю, нет, я не хочу. Здесь человек уже как будто бы не верит. Здесь какая-то вот бессмысленная борьба. Ну, то есть, зачем за это сражаться? То есть, я не понимаю. Вот по этим картам, да, я сразу могу сказать, что вот вам больше подходят какие-то такие, как это по-английски, friend with benefits, то есть такие отношения, когда, не знаю, как, не то, что ради секса встретились и разошлись, а это вот что-то среднее между дружбой с мужчиной, да, когда есть и общение, когда есть и внимание, когда можно обратиться в трудный момент, да, чтобы вот как-то человек чем-то помог, не знаю, что-то порекомендовал, подсобил, не обязательно за вас сделал, да, вот просто какая-то вот такая моральная помощь, не финансовая, а моральная, вот, и в то же время, чтобы вы как-то ощущали свободу, вы не можете привязываться, здесь проблема с привязанностью, то есть вам, вот, и аркан мира про это тоже говорила, вы знаете это качество в себе, у вас есть эти страхи, мысли о том, что то ли вы чувствуете, что вы притягиваете таких же людей, как и вы, да, то есть любящих свободу, и поэтому люди, как правило, предлагают вам свободные отношения.
и вас это может как-то ранить, но это ваша энергия на самом деле, да, то есть я не хочу никому привязываться. Здесь может проходить, вот если опять же будем копаться в психологии, да, вот это вот страх первых взаимоотношений именно с матерью, когда вот эта вот привязка между матерью и ребенком, она была такая травмирующая, да. То есть здесь есть какая-то травма того, что я не хочу никому привязываться. То есть либо в прошлом была привязка, и она кончилась не очень хорошо с какими-то отношениями, после этого человек говорит, нет, все, я не хочу, поставил крест. Либо это вот из детства идет какая-то такая проблема, что я не могу кому-то довериться, и я не могу долгое время оставаться с одним человеком, мне становится скучно. То есть здесь вот эти вот моменты, они тоже проходят. То есть я могу предположить, что вы просто знаете себя настолько хорошо, что вот какие-то серьезные отношения, они не совсем для вас. Не потому, что вы не серьезный человек, а потому, что есть у вас какие-то вот такие качества, которые не могут реализоваться в обычных каких-то традиционных отношениях. Хорошо, давайте посмотрим тогда, готовы ли вы вообще к партнерству. Королева мечей. Королева мечей говорит следующее. Если надо, да, то да, то я могу как-то где-то в чем-то уступить, да, наступить себе, может быть, на горло. Вот. Конечно, я потом об этом пожалею, но теоретически, вот если надо, то да. Готовы ли вы к партнерству? Ну, с большой такой натяжкой, потому что пятерка жезлов указывает на то, что да я вроде бы вот надо, да, просто возраст там, либо еще что-то, надо, но внутри идет сопротивление, внутри идет борьба, внутри есть непринятие. Аркан мага, который говорит о том, что все равно вот как-то я буду хитрить в этом отношении, да, то есть есть здесь обман. Понимаете, не то, чтобы вы готовы, то есть если появится какая-то цель, то вы готовы к отношениям, в которых, причем можно идти на уступки. Но сказать, что это вот будут отношения от души, либо для души, либо для любви, нет. То есть если есть какие-то личные интересы, да, по аркану мага, то да, тогда я, ну, например, да, я готова вступить в фиктивный какой-то брак, просто потому что мне надо сделать там какую-нибудь визу, либо сделать документы, либо еще что-то. Вот вы запросто, да, потому что надо. Надо, я готова. А если нет, то здесь нет. Здесь я не вижу, чтобы вы были готовы. Да вам, в принципе, и не нужно это. Так, следующий вопрос. Что сделать для себя? Я надеюсь, собака вас не очень будет отвлекать. Что сделать для себя, чтобы не чувствовать себя одинокой в этом мире? Да? Что нужно сделать вам для себя, чтобы не было этого чувства? Семерка кубков. Ну, во-первых, убрать какие-то иллюзии и самообманы. По поводу чего? По поводу того, наверное, восьмерка пентаклей, да, мастерства. Что для вас, например, только важна работа. То есть вот здесь нужно это пересмотреть. То есть, возможно, вы прикрываетесь работой только лишь потому, что действительно не встретили того человека, который вот именно вас зацепит. Может быть иллюзия этого. Либо может быть здесь иллюзия того, что мне надо сначала достичь каких-то высот, да, там что-то сделать по работе, как-то себя реализовать, и только после этого я смогу там вступать в отношения. Так, ну у нас вопрос был, что сделать для себя, то есть убрать вот эти вот все иллюзии, да, в первую очередь. Дальше, что еще нужно сделать для себя? Аркан дьявола. Перестать разрушать свою самоценность, знаете, я бы так сказала. То есть, когда, ну, то есть перестать себя обесценивать. А в чем вы себя обесцениваете? Вот именно в своих каких-то мыслях, суждениях, рассуждениях по поводу того, что Солнце, да, по поводу того, что
я хочу просто легкую какую-то такую жизнь, да, веселую, наполненную, вот. Либо, возможно, рассуждение по поводу того, что я впаду в зависимость, да, где я буду донором, и человек будет только мной пользоваться, вот, а взамен ничего не будет давать. То есть здесь такие мысли, они тоже ну, иллюзорные и обесценивают вас в первую очередь. Почему? Потому что таким образом вы сами себе показываете, что я только, допустим, как, не знаю, как предмет, который можно использовать, существует. То есть вы сами себя так видите. Если вы так думаете о себе, да, вы сами себя таким образом обесцениваете. Что еще можно сделать для себя, чтобы не чувствовать? Ну, брать свои вот эти вот ограничивающие убеждения по 8 мечей по поводу аркана повешенного, да, что ну, есть какие-то ограничения, есть невозможность выстроить отношений. Но на самом деле, вот я говорю, здесь может быть какой-то очень травмирующий опыт прошлого. Да, причем это прошлое, где было совместное проживание. То есть это не просто встреча, а здесь было какое-то совместное проживание, где вы не вышли победителем, где вся ситуация не завершилась триумфом. То есть вот просто, я говорю, здесь человек как будто бы обжегся, и после этого, ну, он... Ему кажется, что вообще эта жизнь не, ну вот все, что связано с партнерством, это не для меня. Поэтому что сделать для себя? Убрать вот эти вот ограничения, найти их. Да? Причем здесь такие ограничения, они как будто бы уже устаревшие, ну то есть давние, и вот прям очень долгие, они очень укоренились в вашей голове, и вам кажется, что это уже именно так, что это вот прям... Это правильное какое-то верное убеждение. Да, вот я сказала верное убеждение, выпал Иерофант. Что вот вы прям очень уверовали в это убеждение. Что это за убеждение? 10 пентаклей, что либо вам не светит семья, либо вам семья не нужна, либо наоборот, что вам важны деньги, то есть когда у меня есть финансовая независимость и стабильность, мне в принципе никто не нужен. То есть вот здесь вот какие-то такие убеждения, которые вот очень сильно повлияли и сформировали ваше восприятие отношений. А на самом деле здесь, ну, помимо прошлого опыта, здесь очень много страхов. И этот прошлый опыт, вот то, что я сказала, да, вы с кем-то жили, сожительство, не знаю, может быть, были в прошлом как-то в браке. Вот эта вот бытовая жизнь, она стала причиной, почему ваши взаимоотношения развалились. Ну, то есть вот этот быт, он как будто бы разрушил. И поэтому вы избегаете таких достаточно серьезных отношений, где есть совместное проживание, где есть ответственность, когда люди берут ответственность друг за друга. Вот то ли у вас был вот этот опыт, он очень нехорошо закончился, то ли это может быть опыт ваших родителей, но так или иначе в вашей жизни этот опыт, он уже, ну, присутствует. Поэтому... Это каким-то образом, ну вот вам мешает. Здесь в этом направлении нужно посмотреть, если хотите. Если нет, то в принципе, я сказала, ваш формат взаимоотношений это какие-то дружеские, какие-то товарищеские отношения, где есть доверие, где может присутствовать близость, вот, но при этом... чтобы это были такие, знаете, отношения. Пришел, ушел, и не было совместного быта. Не знаю, чем вас здесь быт напугал. Вот такой был расклад. Я очень рада, что он небольшой. Очень рада была вас снова увидеть. Я надеюсь, что меня хорошо слышно и не будет где-то там тихо, и я буду прямо вот переживать. Просто пока нету микрофона, все никак не могу купить, но вот в ближайшее время, даже какое ближайшее время, да, насколько я помню, мне мой сын сделал подарок, вот, когда придет, я надеюсь, что я больше буду записывать таких роликов, не обещаю, что это будет прям вот такой единственный формат, да, то есть формат рука оставлю, просто, возможно, почаще буду выходить к вам в эфир. А я прощаюсь на этом, всем вам всего самого наилучшего. Впереди у нас будут выходные, да, этот расклад выйдет в пятницу, если я не ошибаюсь.
приходите на блиц-консультации на этой неделе, свободные темы, как раз-таки, вот кто задается какими-то своими вопросами, вот, хочет найти ответ на один свой вопрос, приходите, я с огромным удовольствием разберу его для вас, если смогу, если мне это будет доступно. Вот, а я с вами прощаюсь.